Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Виктор Владимирович Картавенко. Я профессор, доктор медицинских наук. Это видеоканал «Школа безопасного здоровья. Как улучшить отток желчи». Итак, мы начнем с того, а для чего нам нужна желчь? И что такое желчь? И где она происходит? И что нам с ней делать? Итак, желчь — это некая биологическая субстанция, некое биологическое вещество, которое вырабатывается в печени, но накапливается в желчном пузыре. И для того, чтобы вы могли себе представить, а что такое желчь, а что такое желчный пузырь, обращаем ваше внимание на экран. Вот вы можете увидеть, как у человека выглядит желчный пузырь. Итак, желчь. Зачем она нужна человеку? Желчь нужна человеку для того, чтобы улучшить качество пищеварения, для того, чтобы участвовать активно в пищеварительном процессе и в переваривании пищи, особенно важных таких ее составляющих, как жирные кислоты, как переваривание и утилизация холестерина, лецитина. А кроме этого, желчь принимает активное участие в моторной функции тонкого кишечника, толстого кишечника. Принимает, что греха таить, активное участие в формировании всего того, с чем мы должны с легкостью расставаться. Итак, желчь. Вопросам желчи человечество уделяет на всем протяжении своей истории огромное количество времени и внимания. Начнем с того, что еще 10-12 тысяч лет тому назад восточные медики в лице уйгурской медицины назначили желчь самым главным движителем нашего организма. А уже в Тибете, уже тибетская медицина присвоила желчи 5 типов желчных проявлений. Как мы знаем сегодня о качестве топлива, как мы знаем сегодня о том, что есть октановые числа, есть определенные фракции бензина, точно так же и около уже 8 тысяч лет назад тибетские медики предположили о том, что и желчь имеет несколько видов таких фракций, несколько видов таких направлений. Они указали на 5 видов. Первое — это желчь, которая принимает непосредственно участие в пищеварении. Второй тип желчи — это желчь, которая принимает участие в нашей мозговой деятельности. Третий тип желчи — это которая принимает участие в активной работе нашего сердца. Четвертый вид — это качество наших волос, качество нашего зрения, качество нашего слуха, качество нашего голоса, качество нашего обоняния. И пятое тип желчи — это то, как крепко мы стоим на ногах, как крепко мы идем по этой земле, как крепко мы можем стоять на этой нашей почве. Итак, желчь. Казалось бы, небольшое ее количество. А чтобы вы могли представить, вот в желчном пузыре желчи накапливается от 4 до 10 столовых ложек. И в течение суток вот эта желчь медленно, но верно утилизируется, медленно, но верно попадает в 12-перстную кишку и принимает активное участие в процессах пищеварения.